Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Подпишитесь на мой канал, так вы не пропустите интересные видео о русском языке и все, что связано с русским языком и русским миром. Сегодня в этом видео я расскажу вам о 10 самых популярных и моих самых любимых праздников. Это топ-10 праздников, которые люблю не только я, но мои близкие, мои друзья и многие люди, которые живут в России. И если я не назвала праздник, который вы любите, который вы знаете, то вы всегда можете написать о нем в комментариях. Новый год. Конечно, Новый год – это начало нового календарного года. Это очень большой и важный праздник для многих русских. Это Дед Мороз, это Снегурочка, это шампанское, мандарины, елка, подарки, речь президента, фейерверк и почти 10 дней отдыха. Редко больше, чаще меньше. Новый год в России отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Начинают отмечать этот праздник не в 12 часов ночи, в полночь, а немного раньше. То есть уже с утра семья готовится к празднику, готовит еду, покупает подарки, украшает дом. Кто-то пишет планы на следующий год или подводит итоги прошедшего года. Есть народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Наверное, поэтому в России отмечают Новый год красиво, ярко и дорого. Пасха. Православная Пасха обычно всегда весной. Или в марте, или в апреле, иногда она бывает и в начале мая. Пасха всегда в воскресенье. Это последний день очень длинного поста, Великого поста, который длится 49 дней. Пост соблюдают не все, только очень верующие люди. Они не едят продукты животного происхождения, чаще ходят в церковь, соблюдают определенные правила, причащаются, исповедуются и так далее. Но что делают большинство людей? Это в четверг они убираются в доме, готовят специальные блюда для воскресенья, для большого праздника. Какие это блюда? Русские всегда красят яйца и готовят специальный сладкий праздничный хлеб. Его называют кулич. Также могут готовить творожную пасху. Конечно, это не обязательно делать в четверг, но уже к субботе все должно быть готово, так как в субботу эти блюда, куличи и яйца, нужно отнести в церковь, чтобы их осветил священник. И уже в воскресенье, в пасхальное воскресенье можно праздновать, можно биться яйцами и есть куличи. Кстати, на Пасху мы не говорим «привет», мы говорим «Христос воскрес», и в ответ слышим «Воистину воскрес». День Победы. В России это очень важный праздник. Мы его отмечаем 9 мая, и в этот день уже есть очень много традиций. Например, утром мы всегда смотрим парад, военный парад. Если вы не живете в большом городе или в городе-герое, то вы смотрите парад по телевизору, который проходит на Красной площади. Но знайте, что военный парад проходит не только в Москве на Красной площади, но и во многих других городах.
После парада мы обычно едем к памятникам, мемориалам или к вечному огню возлагать цветы и поздравляем живых ветеранов. В 2012 году появилась новая, очень важная традиция, появилась акция «Бессмертный полк». Это тоже парад, но только не военный, а парад в память о людях, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые жили в этот трудный период и которых нет сейчас с нами. Еще раз повторю, 9 мая – это очень важный праздник в России, потому что практически в каждой семье есть родственники, которые участвовали в войне. День Победы всегда заканчивается большим и ярким праздничным салютом, обычно в 10 часов вечера. Масленица – праздник конца зимы и начала весны. Обычно именно с Масленицы люди начинают чувствовать приближение весны. Масленица – это праздник, который символизирует солнце, и поэтому главный символ этого праздника – блины. Обычно Масленица проходит в конце февраля или в начале марта, и она всегда длится 7 дней с понедельника по воскресенье. Каждый день недели имеет свои традиции и какое-то свое значение. Но всю неделю объединяет то, что мы едим много-много блинов, мы проводим время с друзьями и со своей семьей. Кстати, этот фестиваль появился намного раньше крещения Руси. 8 марта – Международный женский день. Этот праздник есть во многих странах, но наиболее популярен он в России. Это праздник, который появился в начале 20 века в Америке. В Россию праздник пришел только в 1914 году. И сейчас это государственный праздник и выходной день. В этот день все мужчины поздравляют всех женщин, которых они знают. Мам, дочек, жен, бабушек, коллег, женщин и так далее. В этот день мужчины дарят цветы, открытки и небольшие подарки для своих дам. Рождество. Православное Рождество наступает 7 января, так как православная церковь отмечает праздники по юлианскому календарю. Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Поэтому в этот день в парках много инсталляций, которые рассказывают об истории рождения Христа. До революции Рождество был самым важным праздником у русских. Именно в этот день люди наряжали елку, люди собирались всей семьей, дарили друг другу подарки. Но после революции праздник Рождество запретили. Его нельзя было отмечать очень долгое время. И как раз в этот период появился новый светский праздник, Новый год, о котором мы уже с вами говорили. И многие традиции с Рождества перешли на Новый год. А официально разрешили вновь отмечать Рождество только в 1991 году. Но мы с вами понимаем, что, конечно, с революции и до 1991 года многие русские тоже отмечали этот праздник в тихом семейном кругу. День защитника Отечества. 23 февраля. Это государственный праздник, выходной день. Когда-то этот праздник назывался День Красной Армии и Флота, а сейчас в современной России это фактически праздник всех мужчин. Женщины поздравляют мужчин, дарят им открытки и подарки. Иногда в этот день устраивают праздничный салют. День знаний. Учебный академический год в России начинается 1 сентября.
Возможно, именно поэтому День знаний приходится на 1 сентября. Это первый день занятий в школах, колледжах, университетах. Это не государственный праздник, не выходной день, но тоже очень важный и хороший праздник. Этот праздник ассоциируется с концом длинных летних каникул и началом нового периода в жизни. Обычно в этот день учебные заведения устраивают небольшую концертную программу. Родители поздравляют детей, дети поздравляют своих учителей и наоборот. Конечно, этот день особенно важен для первоклашек, то есть детей, которые идут в 1 класс, которые только начинают учиться в школе. А вы помните свой первый день в школе? Вот это я в свой первый день в школе. Похоже? 1 мая. Праздник весны и труда или 1 май. В России этот праздник всегда отмечают 1 мая. Это государственный праздник, выходной день, и обычно выходной не только один день, но сразу 2 дня. В СССР 1 мая был одним из самых любимых праздников, потому что правительство устраивало демонстрации, освобождало от работы и проходили разные массовые парады с лозунгом «Мир, труд, май». И по традиции люди отдыхают 2 дня. Раньше в СССР в первый день были демонстрации, а во второй день устраивали пикники, или, как их еще называли, маевки. В современной России правительство уже не проводит таких демонстраций, но пикники остались, и современные россияне 1 и 2 мая устраивают пикники, выезжают на дачу, собираются с друзьями, жарят шашлыки, отдыхают. День России. 12 июня в России отмечается праздник страны. День России. Это государственный праздник, это выходной день. Такой праздник появился только в 2002 году. До этого праздник назывался День принятия декларации о суверенитете Российской Федерации. В этот день в больших городах проходят концерты, устраивают салют. Президент России вручает государственные премии людям, которые добились успеха в гуманитарных науках. Кстати, интересно, что тоже 12 июня отмечаются дни некоторых российских городов, как Великий Новгород, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Саранск, Уфа и город Гагарин. Раньше назывался Гжатск. Вот это 10 популярных праздников в России. Еще я очень люблю малоизвестные праздники. Это День студента или День Московского университета, где я и работаю. Его отмечают 25 января. Также люблю День защиты детей. Он отмечается первый день календарного лета, 1 июня. И, конечно, я люблю День русского языка, Пушкинский день, который отмечают 6 июня. В комментариях расскажите, какие праздники любите вы, какие русские праздники вы отмечаете и вообще, какие праздники в России вы знаете. Пишите, жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал Russian Language Club на YouTube, а также Russian Language Club есть в Instagram, Telegram и Facebook. Поддержать Russian Language Club можно на странице Patreon. Пока-пока. До скорой встречи.